Всем привет и добро пожаловать на третий выпуск подкаста «Мягкий знак» Russian Soft Sign. Этот подкаст создан для тех, кто изучает русский язык и будет полностью на русском языке. В этом подкасте мы говорим на разные темы о культуре, о жизни, о литературе и географии. Меня зовут Мария. Бесплатная транскрипция к этому выпуску доступна по ссылке в описании. Ее можно скачать на сайте www.buymeacoffee.com/russiansoftsign в разделе Extras. Вы также можете слушать выпуски на YouTube с субтитрами на русском языке или с переводом на другие языки. Сегодня мы поговорим про детство и про детские воспоминания. Я расскажу вам немного о своем детстве и о некоторых традициях, которые есть в России. Затем мы прочитаем короткий рассказ на эту тему. Итак, вы готовы? Тогда мы начинаем. Сегодня я предлагаю вам немного вспомнить о вашем детстве. Я также расскажу вам немного о своем детстве и о традициях в России. И сегодня мы поговорим о детских воспоминаниях. Прежде всего, если это слово для вас новое, я расскажу вам, что такое воспоминание, что означает слово «воспоминание». Воспоминание – это особая визуализация в нашей голове, в нашем мозгу, которая помогает нам вспомнить некоторые моменты и ситуации, которые произошли в нашей жизни в прошлом. У каждого из нас есть детские воспоминания, как хорошие, так и плохие. К сожалению, не у всех людей детство было счастливым. Кто-то не очень любит вспоминать о своем детстве по каким-то причинам, но у большинства детей детство было счастливым. В самом раннем детстве мы учимся сначала сидеть, потом ходить, потом разговаривать. В детском возрасте мы учимся разным навыкам. Например, читать, писать, рисовать, кататься на велосипеде, плавать. Также мы учимся навыкам коммуникации, умению общаться, знакомиться и так далее. Детство – это очень важный период в жизни каждого человека, но его мало кто помнит. Обычно воспоминания начинаются со школы, когда нам 5-6 лет. Некоторые воспоминания о детстве помогают нам пережить трудные дни, а некоторые вспомнить счастливые дни. Какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите слово «детство»? Детство можно назвать временем свободы, когда отсутствуют обязанности, трудности и проблемы. В моей памяти детские воспоминания начинаются с возраста 6-7 лет. Это счастливые, добрые воспоминания, которые вызывают у меня улыбку. Когда я думаю о своем детстве, я вспоминаю нескольких моих друзей
и нашу дачу в Подмосковье. Обычно мы ехали на дачу на электричке и были на даче почти все лето. Про такой вид транспорта, как электричка, я рассказывала в предыдущем втором выпуске подкаста. В России очень популярно иметь дачу. Дача– это небольшой дом в деревне или за городом. Дом обычно деревянный. Семьи уезжают из шумного города на дачу поближе к природе и живут на даче все лето. Некоторые приезжают на дачу на выходные. Дачи стали популярны в советское время, когда было мало продуктов в магазинах, а на даче у людей была возможность культивировать овощи и фрукты, и также дача– это место, где можно отдохнуть. На нашей даче очень красивая природа. Вокруг лес, недалеко есть озеро и очень свежий воздух. Мне нравилось проводить время на природе. Мы много проводили времени с друзьями, наблюдая за природой, за птицами, бабочками, ящерицами и ежами. С друзьями мы также любили ловить лягушек на пруду. В России есть традиция ходить в лес, собирать грибы, ягоды и орехи. В Европе не очень популярно ходить в лес, собирать грибы. Это не принято. А в России люди очень любят ходить за грибами, и многие могут отличить ядовитый гриб от неядовитого, то есть тот неядовитый гриб, который можно есть, от ядовитого, который есть нельзя. Ядовитый означает токсичный. Из грибов обычно делают суп, жарят их с картошкой, маринуют или замораживают в морозилке. Некоторые засушивают их на зиму. Особое удовольствие хвалиться перед соседями, сколько грибов ты набрал и какая полная у тебя корзина. Когда летом было очень жарко, мы ходили на речку плавать и загорать. Когда было очень-очень жарко, мы покупали мороженое. Вечерами мы с друзьями любили играть в разные игры. Например, в футбол, в волейбол или в прятки. Прятки– это детская игра, когда один ищет остальных, а другие где-то прячутся. Например, если играть дома, то можно спрятаться под кроватью или в шкафу. После прогулки мы приходили ужинать, смотреть телевизор и пить чай с печеньем. Когда мы жили на даче, у нас был огород. Огород – это земля, где растут овощи. Например, в нашем огороде растут морковь, картошка, капуста, клубника и разные травы. Например, мята, петрушка, укроп. Рядом с домом растут цветы. Если вы немного знакомы с русской кухней, то, наверное, знаете, что русские любят добавлять в салаты укроп. Очень много укропа. Укроп есть почти в каждом салате. Укроп всегда есть в супе.
Поэтому, конечно, в огороде растет и укроп. В саду также растут фруктовые деревья. Например, яблоня, на которой растут яблоки. Также есть такие фруктовые деревья, как слива и груша. Когда фрукты созреют, их можно собрать и либо есть свежими, можно добавить их в компот или в пирог, или засушить на зиму. Также мы выращиваем на огороде ягоды, черную и красную смородину, малину. Эти ягоды также можно добавлять в пирог или кушать их свежими. После ужина мы обычно ходили в баню. Баня– это русская сауна, и обычно это отдельный домик. Это место, где очень жарко и где невозможно долго сидеть. После бани мы обычно жарили шашлыки. Шашлыки– это барбекю, то есть мясо на костре. В русском языке слово барбекю тоже есть, но слово шашлыки употребляется гораздо чаще. Кстати, на даче всегда очень много комаров, обычно вечером. Но только на даче вечером можно увидеть огромное количество звезд на небе. В небе очень много звезд. В городе такого не увидишь. Ну вот, рассказала вам немного о своем детстве, о своих воспоминаниях и немного рассказала про традиции, про дачу, про баню, про поход за грибами и про традицию выращивать овощи и фрукты на огороде. На мой взгляд, детские воспоминания самые дорогие для любого человека. Они помогают нам учиться на своих ошибках и делают нас лучше. Более того, для некоторых это еще и причина для наших улыбок во взрослой жизни. В этом выпуске я также хочу прочитать вам рассказ про детство, который называется «Конец». Этот рассказ написал писатель Симон Кармигельд. Симон Кармигельд– это голландский писатель, журналист и поэт, мастер коротких рассказов. Он родился 7 октября 1913 года и умер в возрасте 74 лет в 1987 году. Он плохо учился в школе и в конце концов бросил среднюю школу. Но ему нравилось работать редактором школьной газеты, и в будущем он видел себя журналистом. Он стал известным общественным деятелем в Нидерландах благодаря своим ежедневным газетным колонкам и выступлениям на телевидении. Он писал короткие рассказы о повседневной жизни в городе Гааге. Этот город находится в Голландии. Кармигельд писал о своих наблюдениях за своими детьми, внуками, домашними животными и о небольших событиях в своей жизни. Писатель получил несколько литературных наград. Этот рассказ может вызвать у вас чувство меланхолии, но я надеюсь, что вас он не оставит равнодушными. Итак, сейчас я прочитаю его короткий рассказ, который называется «Конец». Мы с сынишкой отправились в центр города
чтобы купить ему брюки и рубашку. Захватили на дорогу печенья и бутербродов и пустились в путь, ведя приятный разговор. «Видишь ту маленькую собачку?» Или «А этот мужчина смеется! Хо-хо-хо!» На углу улицы Спей стоял молчаливый продавец воздушных шариков. «Ну, папа, купи вон тот, зеленый». Он весь так и лучился радостью, а я смотрел на него и ни капельки не жалел о своих центах. В магазине было полно народу, однако, когда наконец подошла наша очередь, сын даже в этой давке не торопился сделать выбор из 3 подходящих брюк. Продавец уже начал переминаться с ноги на ногу, но тут он принял решение. Эти черные вельветовые брюки. Их, разумеется, необходимо было сразу же надеть вместе с новой голубой рубашкой. «Не хватает только ремня», – деликатно подсказал продавец, и я быстро сдался при виде широкого кожаного корсета для затягивания следопытов и охотников. «Теперь ты совсем большой мальчик», – сказал я, когда он, совершенно обновленный, подошел ко мне. Уже сама походка говорила о том, что он согласен со мной. Он шагал спокойнее, угловатее, размашистее. «Папа», – вдруг произнес он, – «мне не нужен этот шарик». «Почему?» – удивился я. «Ведь тебе он очень нравился». Он задумчиво посмотрел на весело танцующий шарик. «Детская забава, не для больших мальчиков». И он подтянул брюки, вылезавшие из-под нового ремня. «Значит, отпустим его?» – спросил я. Он кивнул. Так и случилось, что мальчик выпустил шарик из рук, не плача о потере. Правда, он долго смотрел ему вслед. Ведь вместе с шариком улетало его детство, все выше и выше, пока окончательно не исчезло из виду. Конец рассказа. Когда вы были маленькой или маленьким, хотели ли вы поскорее вырасти? Мне и всем моим ровесникам хотелось поскорее вырасти, потому что казалось, что жизнь будет как у взрослого человека. Иду куда хочу, покупаю что хочу, делаю что хочу. Когда мы становимся взрослыми, то приходит понимание, что наше детство – это то время, когда нам не о чем было беспокоиться. Мы были свободны и проводили время с нашими друзьями. Мы могли делать все, что угодно. К сожалению, я не знаю автора, кто перевел этот рассказ с голландского на русский язык, но если узнаю, то укажу автора перевода в описании. Спасибо, что были сегодня со мной и слушали этот выпуск. Мне будет интересно узнать, понравился ли вам этот выпуск. Если у вас есть идеи в отношении новых выпусков, вы можете написать мне на электронный адрес russiansoftsign@gmail.com. Не забудьте написать свое имя и откуда вы слушаете подкаст «Мягкий знак». Если вам пока сложно писать по-русски
Я говорю по-английски и немного по-французски. Бесплатная транскрипция этого выпуска доступна по ссылке в описании, а в следующем выпуске мы будем говорить о принцессе Диане. Я желаю вам хорошего дня, берегите себя, до скорых встреч в новых выпусках. Увидимся, пока!